Всем привет, с вами Крейзи Хамстер, и мы продолжаем проходить замечательный квест Греймета. В прошлой части мы с вами, так скажем, путем шантажа, если можно так выразиться, уговорили одного из этих вот новичков-студентов присоединиться к нам в экспериментах у доктора Стайлса. Остались еще тут двое человек, посмотрим, сможем ли мы их уломать, потому что нам нужно заканчивать уже наше задание. Мы его практически, ну как практически, 28% выполнили. В общем, еще пахать, бедной Саманте, пахать. Ну, не могло все быть так просто. Должен был быть в чем-то подвох. Не зря все так от доктора Стайлса разбегаются. Итак. Ну, телефон-автомат нам явно не нужен. Нам нужно, наверное, поговорить вот с этими двумя барышнями. Возможно, кто-то из них согласится поучаствовать. Но я сомневаюсь, скорее всего, нам придется опять придумывать какой-то коварный хитрый план. Стеснительная, да? Неплохой вариант. Ну, действительно. Мне кажется, все равно не может так просто быть. Не зря там всего 28%. Так, ладно, пойдем. May I hang around? I'm waiting on a call. Oh, sure. Should I? Do you want me to leave? No. God, no. You were here first. Откуда ты родом? I like your accent. Are you Scottish? Yes. Well, I grew up on an island in Scotland. An island? Wasn't it claustrophobic? Not at all. It's a big island. I could ride my bike around it, but it took hours. And in the autumn, like now, the leaves were so bright red and gold. You could ride your bike and the tires would crunch through them and make the best sound in the world. From the cliffs, the sea looked like wild horses. My father always said that. Sounds nice. I don't really have any place like that. Home, I mean. Sorry, I don't know why I said all that. I do need to finish this chapter. Да. Действительно, у Саманты дома нет, но это, видимо, такая поэтическая натура. Кстати, возможно, она сама изучает английскую литературу, так как сказала Сэм про себя. Представиться, ну давайте, познакомимся. Looks like I missed the party. Did you get to meet a lot of people? Oh, I just came out to get a little sun. I'm not a first year. Oh, well, I'm Sam. Samantha Everett. Angela Mulholland. Я так понимаю, что на вечеринку мы опоздали, там уже ободранная вывеска это была, и народу уже никого нету. Чем Оксфорд? How did you end up at Oxford? I got a scholarship. Lucky. Oh, it wasn't luck. It was fate. You know, sometimes things happen and it's like a sign that you should do something. Sometimes you don't even have a choice. Oh yeah, fate. I believe in that. Totally. Видимо, у Саманты тоже была судьба оказаться в доме доктора Стайлса. Поездки домой. Do you go home a lot? Sounds like you miss it. I do. Do you have a lot of family there? Oh, yes. Lots. Что ты изучаешь сейчас, скажешь, английская литература. What are you studying? Nursing. You don't sound very sure. I've changed my focus a few times, but I do want to go into medicine. I want to help people. What about you? Me? English lit. I used to be in that department. I know all the professors here. Is there anything you'd like to know? Not right now, no. But if I think of something, I'll be sure to look you up. Упс, кажется, мы чуть не попались. А что она про доктора-то не спросила? Мы можем в фокусе показать. Ну давайте покажем. Angela seems ripe for something. But which trick? Да вот фиг знает. Но она, видите, медицину любит, возможно, и помогать людям, возможно, ей будет интересно это, собственно. И, возможно, она не знает о докторе Стайле. Ну, во-первых, хотела, может, не напугать, а во-вторых, может, и не знать, раз она такая вся стеснительная. Тайна запертой комнаты. Да, как-то вряд ли. Фокус уничтожения кольца. Там что-то с телефоном должно быть, наверное. Звонящий телефон или что-нибудь, что ей там позвонили Саманте. И сказали, типа,
Саманта, где народ? Она, о боже, все так плохо, ну-ка помоги мне. Пожалуйста, это же такая добрая и должна помочь. Телефон-экстрасенс, предсказывайте будущее. А, кстати, она же в судьбу там верит, тут будущее. Загляните на телефон и скажите, сейчас этот телефон зазвонит. И он так и сделает. Этот трюк производит впечатление на незнакомых людей, особенно если они склонны верить в сверхъестественное. Прежде всего, узнайте номер телефона, который должен звонить. Если вы на вечеринке или в ресторане, воспользуйтесь любым предлогом, чтобы пройти мимо и прочесть номер. Короче, я реально сейчас позвоню. Незаметно видите... А, ну, наверное, надо нажать. That payphone might come in handy. I'll need to get the number off it. Да, теперь мы все это запишем, а потом уже будем читать. That payphone might come in handy. I'll need to get the number off it. Свой, наверное, сотовый. There. I put the number into my cell phone memory. It should be dialed automatically if I press dial. Отлично. Показываем фокус, наверное, эти. I need to get my cell phone set up before... А. И... А что делать-то надо? Ну. Контакты. Какие у нас есть контакты? Доктор Стайлс. Дред Хилл. Интересно, отдельно доктор Стайлс. Отдельно Дред Хилл это... Который в этой... Ну как, прихожая. Холлю это был телефон. Главное, что отдельно, да? Доктор. Что это за доктор? Интересно, телефон-автомат. Сиси. Какие сиси? Я собственный, что ли? А можно позвонить доктору? I don't think I should call him until I've done what he asked. He doesn't seem to have much of a sense of humor. Интересно, а кому мы еще? Дред Хилл, что он скажет? No reason to call there at the moment. Доктор, что за доктор? I don't need to call anyone right now. I'm still working on getting 6 lost lambs. А, ну... Короче, он даже не говорит, кто это, ладно. Не, подождите, я хочу знать, что за сиси. I don't need to call Не anyone right хочет now. она ничего говорить. Но мне просто интересно. Игры, у нас есть какие-то игры, давайте посмотрим. Змейка. Далтон. Это миссис Далтон играла. О, кстати, лучше всех. Юрий, что за Юрий? Джет. Лиан. Мать ебу, что это? Кто это? Мы можем поиграть? Смотрите, мы можем поиграть. Обалдеть, игра в игре. Юху! Да уж. Было время, когда это были самые крутые, самые желанные игрушки. Ой, а зря я вышла тут. Так, меню. Настройки. Какие есть настройки? Все, хомяк увлекся телефоном. Звук клавиш включить, выключить. Ну ладно. А может надо выключить, кстати? Ой. Вот, выключим. А то мы будем набирать, и она услышит. Это плохо. Контакты. Телефон-автомат. I don't need to call anyone right now. А, ну вот мы, наверное, кстати, настроили, типа. Мы не можем выполнять, пока у нас кнопки громкие. Все правильно, да. Смотрите-ка, мы молодцы. Прежде всего, так, узнали номер. Незаметно введите номер в свой телефон, чтобы он начал набираться при нажатии на кнопку звонка. Отключите звук кнопок, чтобы никто этого не услышал. Ну, все это мы сделали. Скройте сотовый в левой руке. Сотовый в левой руке. Отвлеките зрителей, уставившись на телефон с пугающей сосредоточенностью, и скажите, когда телефон сейчас зазвонит. Отвлечь. Сработало? Угу. Проведите манипуляцию, нажав на кнопку сотового. Манипуляция. Когда телефон зазвонит, подойдите и ответьте, воспользовавшись этими движениями, чтобы снова убрать сотовый в рукав. Дальше можно изобразить содержательный звонок. Тему выберите сами или сказать «ошиблись номером».
прячу в рукав. Все, готово, мы можем выполнить фокус. That phone is about to ring. I can feel it. Hello? This is Sam Everett. Terrific. Thank you so much. I'll see you tonight. How did you know the phone would ring just now? Oh, you know. Just this little twinge I get when something really big is about to happen. That was a call I've been waiting on. It's about this exciting research project. Everyone in Oxford would want to do it if they knew about it. Fortunately, nobody does. It pays well, too. I'm very happy for you. But do you really get premonitions? No. Just, you know, when fate's involved. The way you said. Anyway, this experiment is being done by a famous neurobiologist. I've played with the idea of going into medicine someday, so I wanted to see a clinical experiment firsthand. Angela? Famous neurobiologist? Who? He's a professor. Dr. Styles. He's really amazing. World famous. There are some stupid rumors about him. So not true. Anyway, this is a great research project, and such a valuable experience, especially if you're going into medicine. You know what I mean? I think there might be a slot left for another volunteer. You could do it with me if you want. It would be fun. Could I? Sure. Tonight if you want. It's the first session. Are you sure? Do you need to call them and ask? No. He mentioned that they need a few more volunteers. I'll call and let them know you're coming. Thank you, Sam. I'll see you then. No problem. Отлично, еще одну овечку развели. Уху! Классно. Так, и тут еще одна дамочка сидит. Фокус сотворяет чудеса, да? Не знаю, что не скажешь про нее. Getting her to join was easier than I expected. Да. Weird, but easy. Так, следующее. Apparently, she thinks she's on the French Riviera. Not really my type, but beggars can't be choosers. Hi, it's a good day for the sun thing. Oh, a diversion. Thank God. I was about to die of boredom. I'm Helena. Sam, Antha, or just Sam is fine too. You're a student here? You don't look like one. Of course I am. Are you? For 2 glorious weeks now. Time of my life. Ой, еще один пришел, кстати. Уху! Смотрите-ка, овечки подтягиваются. If you're really bored, why don't you come with me tonight? To do what? I'm going to a psych experiment. Pretty amusing, actually. Very Dr. Strangelove. Not for me. I have plans for this body of mine, and no doctor's going to get his greedy little hands on it. It's just a psych thing. I'm sure Dr. Styles won't do any permanent damage. I'm not interested. Сейчас, может, ей вот этот парень понравится, а мы говорим его, и она пойдет с нами, только чтобы с ним побыть какое-то время. Ну, хороший план, по-моему, что изучаешь. What are you studying? Art history, which isn't horrible. I do have an interest in the subject. Antiques mostly, and paintings. That's why Papa sent me here. He said if I was going to spend money, I should at least know what I'm buying. Gee, sounds rough. You have no idea. Care for a vodka and soda? I can run up to my room and whip up another one. Tempting, but no. Maybe later. Suit yourself. Ну, сама-то тоже так уверенно утверждает, что доктор никому вреда не причинит. А фиг его знает, раз про него такие слухи ходят. Вдруг он настолько коварен, что заманит овечек что-нибудь сотворить с ними. Например, шашлык из баранины. Откуда ты родом? Where are you from, Helena? You don't sound British. God, not remotely. I'm from a tiny little country. You wouldn't have heard of it. I wouldn't have heard of your country. Trust me. I take it you don't like Oxford. God, no. Papa insisted. He thinks I can't possibly get into trouble here. Well, I thought I'd show him.
But now that I'm here, I think he might actually be right. What a pedestrian snore. You look like someone who knows how to party. Where do you go? Haven't found much of a scene yet. Mostly pubs with fish and chips. A snore like you... What is it? Well, the one thing that can be said about Oxford is it has some delicious men. That is the plat de resistance. Nice. Nice. Darling, that prime specimen is Charles Ettington. I've tried to talk to him a few times, but he's mortally shy. I think he might even be a virgin. You think? Charles Eddington will be at this experiment I'm going to tonight. You're lying. Not. Why would he be in this psych experiment? I don't know. Maybe he needs money. Or maybe he's interested in neurobiology. You'd have to ask him. I doubt Charles Ettington needs money. In fact, I don't believe you even know him. We'll see about that, won't we? Поговорить с ним надо, типа. А что она скажет про нее? Helen is about to learn that you never issue Sam Everett a direct challenge. Ну да. Пойдемте побеседуем с товарищем. Интересно, что же за страна такая у нее, что название даже не знакомо. Mind if I hang around? I was supposed to meet a friend here. Well... He does seem a little gun-shy. I'd better figure out something specific to ask him. Chit-chat won't cut it. He still seems ready to jump out of his skin. There must be something else I can ask him about to get him to relax. Книги его. Homer's Iliad. I see you're reading the Iliad. The Iliad and the Odyssey are my favorite ones. You've read the Iliad? Yeah, but I like the Odyssey best. I love the gods and their infighting. Total soap opera. But my favorite part is where Odysseus comes home and Penelope has all those suitors, and you're just waiting for him to kick some serious tail. My favourite part is the Cyclops. I like the way they tie themselves under the sheep to escape. I love that part. Can you believe those were the first novels ever written? And Homer still beats the crap out of anything Hollywood has put out, in my humble opinion. Absolutely. What's even more amazing is that he recited it from memory. Can you imagine hearing him do that? That would be amazing. Wow. Well, I'd better get back to it. Чувак, что заниматься? He still seems ready to jump out of his... Ну не, блин. А алкоголь или его спрашивают? Письмо. The letter on top is from Gertrude Eddington. I bet that's his mother. Did you get mail from home? Sorry. It's just that I've been expecting a letter from my mom for days. I'm beginning to think the Oxford Post is eating it. No? I've been here for 2 weeks, and I still haven't received a letter from my mom. She promised to write all the time. It doesn't take that long for stuff to get here from the U.S., does it? Don't know. Never got anything from there. Of course not. Duh, I'm sorry. Ragging on like a total loser. I get mail every day. My mum, she writes to me every day. No way. God, you're lucky. I miss my mom so much. So how come you haven't opened it yet? Mum and I always ate dinner together, so I like to read it then. Aw, isn't that sweet? Mom and I love to ride bikes together. But reading her letters on a bike probably wouldn't be the best idea. Да уж. Сама, наверное, искренне говорит, но, скорее всего, действительно скучает по маме. Эксперимент. Может быть, теперь получится. Listen, there's something you might be interested in. It's not for everyone, but since you like Homer, I've gotten into a psych experiment that's being done by one of the Oxford neurobiologists. It's really fascinating, and it pays cash. That would be interesting. But I'd need to check with my mum. She calls me on Saturdays. I could talk to her about it then. But this starts tonight. Then I can't. I couldn't do something like that without talking to her. Anyway, I'm sure they'll do it again. Oh no, Dr. Styles is a really famous neurobiologist, and he almost never does this kind of thing. Oh, it will be so educational. I'm sure your mother would love for you to have an experience like this. That's what she sent you here for.
isn't it? I can't without talking to her, sorry. Okay, no big deal. Так, нужно подменить письмо, я так думаю. Да, This фокус. one is tough. I'll have to find a really good trick. Это не фокус, настоящая магия нужна. Давайте выберем. А где там с письмом что-то было? Подменить, по-моему. Нехорошее письмо. Отличный розыгрыш для близких. Он легок в исполнении, а эффект будет оглушительным. Суть в том, чтобы получить доступ к нераспечатанной почте друга или родственника. Прежде всего, вам нужно нераспечатанное письмо. Если его нужно делать на глазах у жертвы, поможет просто отвлекающий маневр, пока вы берете письмо в левую руку, а потом прячете его в левом рукаве. Подержите заклеенный конверт над паром 20 секунд. Теперь можно открыть его, не повредив. Подмените или отредактируйте содержимое конверта. Например, письмо от возлюбленного можно заменить одним листком с надписью «Ненавижу». Положите подделку в конверт, если конверт еще влажный, он сам заклеится. Снова положите конверт к остальным письмам, и вновь, если жертва смотрит, скройте письмо в правой руке, сверните жертву и подсуньте письмо. Короче, нам вот этот и нужен. Именно мы напишем, типа, давай, сынок, я хочу, чтобы ты что-нибудь поучаствовал. И он такой, о, мамочка, рада. I can only set up the first part of the trick to get the letter for now. Что там надо было сделать? Отвлеките письмо в левую руку, а потом в рукав. Ну, короче, все просто. Речь. Левая рука. Левая рука. Левая рука. Левая рука. Левый рукав. Вуаля! Well, you know what they say. Fluffy white clouds means it's a beautiful day to fly a kite. I don't see any kites. It's just an expression. See you later, Homer. Так буду теперь Гомер называть. Так, теперь нам нужно над паром подержать. Пар был в центре Оксфорда. Просто куча была паров там на каждом углу. Сейчас мы этим и воспользуемся. О, смотрите, пар. И мы как раз можем типа воспользоваться. Классно. Кстати, а мы же не можем пока собрать? I still need to find a few more of these pieces of gold. Паб же закрыт, да. А еще думаю, почему не сделали? Письмо Чарльза. I'll need to find something to help me open this without it looking like I've opened it. Ouch! Hot! Charles's mother certainly is involved. Must be nice to have someone who actually gives a crap. Convenient of her to include a health fair flyer. That works. Да уж. Бедная Саманта, да? Ну, в смысле, она, конечно, не нуждается в жалости, но у нее-то никого нету. Милый Чарльз. Блин. А так не получится, да? Ладно. Блин, я так не умею понять. Милый Чарльз, тут совсем ничего не происходит. Я так скучаю по тебе. Вчера миссис Бертл продавала котят. Помнишь, тебе было 10, и она тоже продавала котят. Бедный Митц. Бедный Митц. Мы так и не узнали, что с ним случилось. Я беседовала с мистером Стайлсом. Его внук закончил Оксфорд. Он все говорил о том, как чудесно ты сможешь проводить свободное от занятий время. Очень надеюсь, что ты не останешься в стороне, милый. Этот флаер я увидела на рынке. Не знаю, зачем их раздают у нас в Милтоне, но я бы, конечно, хотела, чтобы ты сходил. Сделай это для мамочки. Обнимаю, целую, мама. И мы сейчас, короче, подменим, типа, этому, на нашего доктора. Место, что там, кстати? Ах, блин. Ярмарка здоровья в Оксфорде. Бесплатный. Проверка, наверное, на холестерин, давление, диабет, ВИЧ. Беременность.
камеру только на беременность проверяется. Также бесплатный осмотр лора и окулиста. Спонсор Орден Госпитальеров, Оксфордский кампус. Короче, не важно. Берем дебет. Он у нас есть? Эти. Здесь же был. Да? Бумажки тут эти, визитки. Apparently, it's going to be a lot harder getting students for Dr. А как? Ну, подними. Так, может быть, в руки? Слушайте, что я как-то не... А как подними? Now I can seal it and it's ready to go. Получилось, сама Ган только подошла, и тут раз, и тут же... Этот же, мама же, блин, то же самое, да, ему написала. И вроде как сама сказала, что это только для своих, но я уж тут ладно, а тут, оказывается, везде раздают бумажки. Ну, собственно, бог с ним. Все. Мы же запечатывать не должны, оно само тут будет печататься. Так, возвращаемся. Чувак, мы пришли к тебе с приветом. Now I can finish the trick and put the letter back. Опять, наверное, то же самое нужно сделать, нет? Снова положите конверт к остальным письмам, и вновь, если жертва смотрит, скройте письмо в правой руке, затем отлепите жертву и подсуньте письмо. Так. 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 Hey, Homer! Do you happen to know if that payphone over there works for international calls? I was thinking about calling my mom. Couldn't say. That's all right. I'll go check. See ya! Ну, отлично. Миссия выполнена. Давайте поговорим. Ты побитый. Может, теперь ее уломать. А сколько народу надо было набрать? 5? По-моему, или сколько? Или 6? Damn it! What's your secret? I haven't been able to get as much as a hello out of the boy. And there you are, chatting away. Well, you know, you get really close to people when you work together. But you have to be gentle with Charles. He's so inexperienced. You're diabolical. I know. So are you coming tonight? Or do I have Charles all to myself? Funny thing about virginity, it's such a temporary state. Satan incarnate. Are you sure this is safe? Would I steer you wrong? All right, I'll be there. Oh, what fun. Алло, видимо, доктор звонит. Я говорю, те, что плохое посоветую, как будто недавно знакомы. Отпад. Так, наверное, правда доктор звонит, типа, чё ты там уже? Набрала народ? Hello? Get back here immediately. You're late. Maybe you have the wrong person. This is not normally my phone. I know exactly who this is. We have a lot to do to prepare for tonight. Get back here at once. Dr. Styles? Look, I've got 4 people, but I still need 2 more. If you give me an hour. You found 4 volunteers. Yes, it wasn't easy. That's enough. I had another student called to volunteer today, and you'll be the 6th. A what? Now get back here at once. Wonderful. Now instead of finding suckers, I am one. Да, попала. Она, помню, очень там рад. И надо же, кто-то позвонил ему. Как-то тоже неопытный, наивный дурачок. Но, по-моему, он удивился, что она стольких людей нашла. Он-то долго найти никого не мог. Okay,
So I'm a little bit freaked here. Damn all those stupid stories. If he's some kind of monster, I can just leave, right? Right. I'm a fast runner. Come on, Samantha, suck it up. Ясно. Dr. Styles? Didn't your mother tell you it's not polite to stare? I'm sorry. The stairs are behind you. Leave now if you can't do better than that. No, I thought you'd be old or something. Mrs. Dalton said... never mind. You kept me waiting. Bad way to start your tenure here, Miss... What the hell is your name, anyway? Sam Everett. What the hell is yours? I'll take that as a rhetorical question. If you don't know who you're working for, you really are a fool. What's your area of study? English lit? Appropriately worthless. Yeah, well, I considered studying acts of war, but I failed the howitzers test. That gets a lot of freshmen, I'm told. Where did you get this? A jumble sale in a village outside Liverpool. I like old things. Why? My mother wore a necklace identical to this one. It was probably given to charity after her death. How bizarre. I've had to make most of the preparation myself. That's why I pay you, because your time can be wasted on menial tasks, mine can't. Next time, come when I ask, or don't bother showing up at all. Next time? So I have the job? As if I had nothing better to do than to try out new assistants. In that case, I'd like a room, board, and £100 a week. First week paid in advance. Are you quite insane? You'll practically have me full-time since I'll be living here. You can run me ragged. Menially speaking. Besides, you don't have time to look for someone else. Make these beds. The linens are on the counter. I'll return at 1:45. When the students arrive, make sure they know what to expect before bringing them down here. But you haven't told me anything about tonight. Inform them about me. Do we get a last request, Doc? How about an appeal? I have a wife and kids to support, you know. Okay, not really, but I have a grandmother who liked me once. Yeah, it was 1989. Sit still. This isn't going to hurt. These machines are about as painful as X-rays, and far less carcinogenic. I trust you, Dr. Styles. Good. This will require nothing from any of you except a bit of imagination. Now, I want you to relax. Relax, lay back, and close your eyes. You're not going to fall asleep, but you will be deeply, deeply relaxed. Let go of all thoughts, all tensions. Let go of everything but the sound of my voice. You're standing in a field, and your eyes are closed. It's night, and the air is chilly. You're a little cold in the athletic suit you have on, but you know you'll be warming up soon. You smell freshly mown grass on the night breeze. Your eyes remain closed as you reach up in a stretch. Up and up, fingers reaching for the sky. You feel the pull all the way down your arms, your sides, your legs, all the way to your toes. Take a deep breath of cold air and push higher. Hold it and exhale. Swing your arms down. Relax. In a moment, you will open your eyes and see that you are at Horsepath Track. You came here for a night run. Your muscles are in need of a run, and you're looking forward to this immensely. When you open your eyes,
you will see that it is a clear night. The field is lit with incandescent light from the lampposts, and the track is a dark, muddy red. You have the entire place to yourself. Now, in your mind, open your eyes and begin, very slowly at first, very easily, to run. Ух, какие страсти творятся, а? И мне нравится отношение между Самантой и Дэвидом. Она может дать ему отпор. That experiment made me so relaxed. I slept like a log. That bed doesn't suck either. А кролика покормить? Поменять там подстилку? Oh, you're up. I was about to go and wake you. Good morning, Mrs. Dalton. Smells wonderful. So, you're still here then? Still here. You got on all right with Dr. Styles? He's a toad, but I've dealt with worse. It's fine. Glad I am to hear it. He needs things done, and seems like you could use the job. Why? Did he say something about me? Well, not to me. He's not even up yet. He doesn't sleep at night, you know. Sometimes I don't see a lick of him before noon. Sorry to hear that. Did he leave instructions for me? Well, he might have done down in the lab. Oh, and someone left this paper on the step this morning. Must have been a mistake. We don't take a paper. You have it if you like. Thanks. That was delicious. Так, отлично. Это, видимо, второй день у нас новое задание, скорее всего. Да, задание главы. Цена на предательство, вторая часть. Странные события на стадионе Хорспот. Загадочный доктор Стайлс. Сэм лаборантка. Пропуск для Сэм, глава вторая, бонус. Очень интересно, так как прям вообще. Эх. Мне нравится, что их отношения будут интересно развиваться. Так, газета. Берем газету. Розыгрыш на стадионе Хорспот. Рабочий чуть не ослеп. Пришельцы в Оксфорде. Прошлым вечером на стадионе Хорспот кто-то потратил много сил на бессмысленный трюк. На гравиевую дорожку был нанесен сложный узор. Следы пришельцев в Оксфорде. Похоже, шутников могли вдохновить мошенники, рисующие круги в полях. Директор стадиона не ценил шутку прежде всего потому, что мог серьезно пострадать один из рабочих. Horse path track? That's the track we imagined last night. How weird. This is not good. I need to look into this. Действительно, очень странно. Надо доктором побеседовать. Что такое? Что это значит? А, на карте новое место. Нет, сначала давайте посмотрим, что у нас там. А это что такое? А, все понятно. Понятно. Давайте посмотрим, что нам там доктор оставил. Если оставил, конечно. А то вдруг задачу какую-нибудь нам дали, а мы не поймем. Можем мы зайти по вам? Без доктора. О, можем. Not gonna happen. Not without a few sticks of dynamite anyway. Да, видимо, это сложно будет. Винный шкаф, ух ты. Бухать будем. Into wine much? This one wall probably costs more than I've made in the past 5 years. Это комбо. Ой, жуть. That must be where Dr. Styles keeps his past victims. Oh boy. Да, ну, по-моему, этим не напугаешь голову.
Nice effect seeing those faces look down at you from the darkness. Maybe I can incorporate something like that into my act. Личная лаборатория. Туда нас, наверное, не пустят. Закрыто, да? The door's locked. Ну, естественно, так. И тогда вот главное, может быть, там нам какая-нибудь записка. Мы сюда уже ходили, то есть он знает, что мы можем сюда зайти. Ой, сколько всего. Так, с чего начать-то? Интересно, это куда? Да выйти или? А, понятно. It was nice of Dr. Styles to spring for the super deluxe lobotomy beds. Действительно. Занавески. I think I prefer those open, just so I have the illusion that I know what's going on. That's the fMRI equipment, supposedly harmless. Предположительно. Компьютер Дэвида. Наверное, мы не будем шариться в нем. I better not touch Dr. Styles' computer. He's not exactly the forgiving type. Да, ты тоже так думаешь. Лучше не рисковать. Старый аппарат. It looks like a full-body medical scanner. Must have cost a fortune. Да, МРТ. Инструкция. Вот это нам. Давай, избираем. Мисс Эверетт, как было сказано, мне нужно, чтобы вы разложили мои папки. Для этого вас нанимали. Инструкции. Ставьте папку по первой букве или название во всех случаях, кроме. Если это моя собственная публикация, ставьте под П публикации. О, слушайте, пойди записать куда-нибудь надо, а? Вот я же запутаюсь. Хотя вот мне кажется, вот как раз с этими папками, кстати, с документами, по-моему, были проблемы с переводом. Как бы у нас сейчас не возникли с этим проблем, на самом деле. Так, все, короче, по буквам, кроме его публикации. Это П. Я так записываю. Если это документ, связанный с университетом, ставьте О, то есть Оксфорд. Ну и все, видимо. Не думаю, что вы справитесь здесь сегодня, но стоит начать, если вас это не слишком затруднит. О, хоть добавил, смотрите, да, что если не слишком затруднит. То есть позаботился, как-то так, ну, чтобы вежливо прозвучало это. DS, доктор Стайлсом. I want to sort those files before Dr. Charm gets up, straining me too awfully. My ass. Да, мамма мия! Обалдеть! Кто такой вежливый? О! Дорогой доктор Стайлс, нам срочно нужна накладная на оборудование, принесенное вами в дар исследовательскому центру больницы Джона Рэдклиффа в 2022 году. Это 5-е напоминание, отправленное вам за последние 2 месяца. Пожалуйста, пришлите мне накладную до пятницы, поскольку его требует бухгалтерия. В отчаянии. Сьюзан Уитер, секретарь мистера Хедли. Факультет клинической неврологии больницы Рэдклифф. Интересно, этим мы должны заняться? I should keep my eyes open for that contractor's report. Все? Учебник. A little light reading? No thanks. Да уж, кто захотел добровольно читать, да? Что, увядшие розы? Those dead flowers are pitiful. I guess Styles doesn't let Mrs. Dalton clean down here. That looks Victorian. Very cool. I could see that in my dressing room someday, when I'm famous. That looks Victorian. I could see that in my dressing. Фотографии. That's the woman from the portrait in the hall. Ежедневник. 2002? Someone's a pack rat. Видимо, это еще когда у него все в порядке было, и, наверное, это еще тогда какие-то записи, возможно, они ему нужны для чего-то. Чтобы вспоминать прошлое, доска. This is your brain on a blackboard. За полочкой. Мозги, о, господи. You never know when you're going to need a spare brain. Да, такое, что-то мой мозг не канает, возьму другой, черепа. The shape of some of those is a little odd. I wonder if they had abnormal brains. Someone in the Styles' family had a thing for stuffed birds. That one's just plain evil. Так, сейчас мы должны, наверное, шкафом заняться, да, получается?
А мы, кстати, как-нибудь продвинулись хоть чуть-чуть? Странные события на стадионе. Взяли газету, видимо, продвинулись. Сэм-лаборантка. Ну, чуть-чуть тоже продвинулись. Получили задание. Пойдемте посмотрим шкаф с документами. Я боюсь, что у нас будут с ним проблемы. Ага. Это I мы. want to sort those files before. Так, а мы это уже поняли. Операция мозга. Блин, интересно, нормально ли здесь русификация сделана? Ну, вроде как да, так по виду. Так, Слушайте, а мы откуда знаем, его это или не его это документ? Ну ладно. Деградация мышечной ткани, Д. Серое вещество, пуригар мортис. Чуть не пойму, ну, неважно. Серое что? С. О, сколько это там. Железодефицит, новые методы лечения. Обалдеть. МРТ, публикация 1999. Это, наверное, его публикация, П. А органическая жизнь других планет. Господи. Мой путь. Ну, вряд ли это его. Чего? Ну не экология же это логия. После просвещения. Лоботомия, ой. Это тоже интересно. There. That was fast. And now I can snoop. What fun. Все, мы типа выполнили. Кажется, да. А, блин, а про Оксфорд не было, кстати, ни одного файла. Интересно. Nothing exciting in here. Scientific articles and stuff. Nothing exciting. Nothing exciting. Scientific. Что-то кажется, они не собираются. О, нет, собирается. Кант, аутизм или мизантропия. Мы это читать будем? Nothing exciting in here. Да, костное мозга мышления. Nothing exciting in here. Заурядные возможности заурядных умов. This should be enlightening. Это должно много объяснить. Неузрядные возможности заурядных умов. Доктор Дэвид Стайлс. В мозгу существуют миллиарды нейросвязей, словно от одного нейрона к другому идут телефонные провода. Когда ребенок рождается, нейроны в его мозгу еще только посылают тестовые запросы к другим нейронам и оценивают ответ. Наш мозг обрубает непродуктивные связи и усиливает продуктивные. В первые годы нашего знакомства с миром визуального, аудиального, эмоционального формируется система нейросвязей, которая останется с нами на всю жизнь. Интересно. Я полагаю, что существуют целые сети потенциальных связей незадействованных, поскольку в младенчестве мы не нашли им применения. В качестве доказательства я предлагаю несколько необычных случаев. Например, слепое от рождения мальчик, который под способностью ощущать объекты, расстояние до них и скорость и так далее. По принципу радару, как летучая мышь. Мальчик мог кататься по городу на велосипеде, хотя и был лишен зрения. Интересно, да, правда? И ведь действительно говорят, что это основано на реальных фактах, на реальных каких-то методиках. Мая 97 года аж. Так, где это было сейчас? Еще одно доказательство то, что наш вид продолжает развивать в себе новые мыслительные способности. Некоторые ученые полагают, что древние греки видели меньше цветов, чем мы видим сейчас. Один раннехристианский историк восхищался гениальностью блаженного Августина, и когда он читал про себя, как бы близко вы не подошли, вы не могли увидеть, как шевелятся его губы. Очевидно, наш мозг сумел со временем блаженного Августина развить в нас способность читать про себя, не обозначая слова губами. А не только нейробиология говорит нам о потенциальных возможностях мозга. Физики доказали, что мозг имеет особые связи с материальным миром. Когда мы наблюдаем субатомную частицу, субатомную частицу, она ведет себя как волна, но попав в зону внимания человеческого мозга, она меняет форму и ведет себя как твердое тело. Исследования показали, что мозг обладает возможностями, которым нет объяснения в сегодняшнем представлении о мозге и даже о времени и пространстве. В ближайшие 50 лет мы только начнем узнавать, какими возможностями может или мог бы обладать наш мозг, как тесно взаимосвязан наш мозг с физической реальностью и как раскрыть потенциал человеческого разума. Как интересно-то. Май 97 года. Dr. Styles writes well, but I don't believe in psi powers or the paranormal or any of that stuff.
Еще что-то где-то? Здесь, да, было? МРТ, публикация 1999. Nothing exciting. Список сотрудников факультета нейробиологии. This lists everyone in the department. Больница Редклифф, список сотрудников и администрации факультета нейробиологии на сентябрь 2001 года. Мы должны кого-то здесь увидеть, интересно? Чей-то телефон, наверное, надо понадобится. В конечном итоге Стайлс Дэвид. It's an old phone list of the staff in the... Ну, короче, нам, видимо, пока это не нужно. Запомним. Статья Линквиллер. Ой, я не читаю, да, могу понять, Д это или Л. Линквиллера. Something written by Dr. Abraham Linkweller. This might be interesting. Это, видимо, ему ответ. Некоторые мои коллеги впали в заблуждение, заявляя, что в будущем человеческий мозг должен развить экстраординарные возможности и даже называют срок в ближайшие 50 лет. Это худший образец псевдонауки и веры в волшебство. Суть в том, что нет никаких доказательств тому, что наш мозг серьезно эволюционировал с тех пор, как мы выходили на охоту с луком и стрелами и волокли добычу к себе в пещеру. Борьба за кровь, пищу, секс и безопасность играет в нашем обществе такую же фундаментальную роль, как и всегда. Мы решаем проблемы тем же способом, не развивая сверхъестественные способности, а за счет старого доброго мышления. Когда изменившийся мир потребовал от нас стремительных перемещений на большие расстояния, разве мы научились летать? Нет, мы использовали тот же самый мыслительный процесс, с помощью которого изобрели колесо, чтобы изобрести аэроплан. Научная реальность состоит в том, что мозг хорошо изучен, он не обладает никакими экстраординарными возможностями, и они ему не нужны. Обычный мозг сам по себе чудо. 20.10.2002 года. Через... сколько там? Там 97 был, да? Через 5 лет ответил. Нехило так. Wow. This looks like a very pointed attack on Styles's Scientific American article. That had to hurt. Так, вроде все, да? Что у нас с прогрессом? Да фиг знает. Все, не все. Так, а что делать тогда нам? Вроде бы задачу мы... Подожди, что это было? Я увидела, что мы что-то использовать можем. Я это видела. Менялось. Вот, цветы, наверное, выкинуть. Или полить. Ну, полить стоят, что розовый смысл. А что можем использовать? Вряд ли швейцарским ножом смысл. О, мы еще и сперли все эти статьи, что ли? Все телефон. Блин, а что мы сделать там можем? That looks Victorian. I could see that in my dressing room. Блин, что-то я не знаю, что мы сделать с этим. Может, мы что-то не взяли? Это же на розу, да, получается? Ну, блин, у нас кроме ножа и газеты ничего нету. Ну, можно глупо, действительно. Газета, блин. А смысл? Инструкция. Так, это мы уже выполнили. Газету, что ли? Да нет, тут только почитать можно. Короче, я не знаю, ладно, пойдемте пока выйдем, вернемся. Может быть, мы что-то не доделали просто. А вообще, знаете, наверное, мы уже будем продолжать в следующей части, потому что мы, собственно, ну, опять неплохо так продвинулись, чтобы все это не затягивалось. Встретимся в следующей части. Пока.